А, еще не началось. Чувак ушел оттуда в состоянии ужаса. Стало Не верю. доказать... 4. Ну, что угодно может быть, на самом деле. А? Что? Вассапский, мне нужен контент. А поподробнее? Но мне часто нечего делать, а также я не всегда успеваю на твои стримы, поэтому мне нужно больше контента. Ну, это стоит денег, брух. Скильки? 100 рублей. Ты сейчас серьезно? Да, ведь именно за 100 рублей можно приобрести подписку в нашем бусте, где собран архив записей просмотра фильмов, сериалов и аниме. И этого архива там на целые терабайты, при этом каждое утро в 9 часов по МСК выходит что-то новенькое, поэтому времени поскучать там совсем не будет. Также на бусте будут в раннем доступе выходить новые выпуски рубрики Stay Alone, поэтому если хочешь быть в ряду первых зрителей, то бусти это для тебя. Но сладости на этом не заканчиваются, ведь подписку на бусти можно разделить на два, присоединив аккаунт на VK Play Live, где вам откроется бесконечное количество стримов. Таким образом, платите вы один раз, а потребляете контента в 2 раза больше. Поэтому не упусти такое выгодное предложение, переходи по ссылочке в описании, подписывайся на Бусти и смотри контент от Hardplay больше, чем прежде. Говорят, размеры вселенной не так велики, как количество контента на Бусти. Зомби Чеза. Зомби Чеза, говорю, хотел сказать, посмотрели, и что-то у меня глаз задергался. А тут еще коты-ютуберы подъехали, да. Лайкос поставил, ссылку на ребят оставил. Чего, я не пойму, сегодня вечер каких-то крепоты, что ли, какой-то? Все, давай, закрываем, опыт. Да я, честно сказать, ебал я в рот, блядь. Вот, давай без спойлеров, давай без спойлеров. Оп. Всем приятного просмотра, лайки, подписки, комментарии. Спасибо за подписки, ребят, на Бусти, очень поддерживаете. С отыгой всего подписчик стоит. Залетайте. Буду вам всем очень рад. Ну, поехали, давай. Заходи на стримы обязательно. Стримы в оповещении. Вот, в телеграм-канале Hard Insight стримлю каждый день. День на ютубе, день на ВК. День на ютубе, день на ВК. На ютубе игры, на ВК фильмы смотрим. Сейчас, кстати, страшилки будем смотреть. Да, так что приятного времяпрепровождения. Фиксировали странные и необъяснимые события прямо внутри торгово-складского комплекса. Первую запись опубликовал сотрудник по имени Джонни. Давайте посмотрим. Чё? Ну, ветер. Руль в детской машине вращался из стороны в сторону, хотя поблизости никого не было. И этот случай был не я думаю, единичным. Странности в торговом центре повторялись, и разные люди стали делиться схожими наблюдениями. Например, бывший охранник центра, находясь на своем посту, вдруг увидел на одной из камер складского помещения нечто, я думаю, что невозможно было объяснить. Камера-то вроде неплохая. Ветер. Ветер может быть? Может быть ветер такой? Как будто бы может. Также и другие сотрудники рассказывали о странных темных силуэтах, которых, сильно увы, не сквозняк, удалось сифон. заснять. Поэтому возникает вопрос. Может, наверное. Действительно ли в ТЦ обитает нечто, живущее за Он гранью еще и реальности? крутится вокруг себя. Или все эти случаи просто Ну, совпадения? в это я не верю. Я думаю, что фэк. Обойти сотрудников — это маркетинговый ход. Напишите, котейки, что думаете. Фэк. Я думаю, фэк. Первое не верю. Ну, такое, В да. одном из госпиталей в Индии произошел жуткий случай, когда девушка-пациентка внезапно стала вести себя крайне странно и агрессивно. Врачи быстро Буйная. поняли, что это не по их части, Галоперидол. и вызвали специалиста. Результат не заставил себя долго ждать. Молча взял. Прям вот так вот посмотрел. Такой сказал, я понял. Потом молча просто раз, чик. Чик. Говоришь, а теперь, маленькая, иди сюда. И все хорошо. Раз, и все тишина, по потолку уже никто не бегает, да. И уже все спокойно, уже все хорошо. Но это 100% фэк.
Да, и люди так реагируют. Ну вообще, а что нам, индусам, по потолку бегаем и нормально. На Ага. кадрах классический случай проведения обряда экзорцизма. Вся Да. сцена выглядит одновременно тревожно Ага. и нарушает привычные законы Ага. физики. Но если присмотреться внимательно, то сразу все становится на свои места. Работа ИИ заметна невооруженным глазом. Очень заметно на самом деле, очень здесь прям палевно. Особенно видно по искажению лиц в некоторых моментах. Но попытка была неплохая у Девушка индусов. по имени Ханна выложила в ТикТок Так, но мы зато знаем то, что в Индии есть тоже ИИ. Дошел искусственный интеллект. видео, которое явно выбивалось из ее привычного контента. Давайте заценим. Ну что там? Пока все спокойно, чат. Пока страшилок нет. Кто? Все, давай, привет. Реакция Ханны была ожидаемой. Шок, паника и резкий Давай. разворот. На этом запись Б-б. закончилась. Но это лишь оставило еще большее чувство тревоги. В комментах, как обычно, хаос. Одни Ну, зрители я думаю, это лесочка, все как мы любим, да. считают, что кукла могла быть одержимой каким-то злым духом. Я думаю, Другие, более лесочка... скептичны. Смотри как, смотри, поворачивается Уверены, как. что видео — это постанова ради Смотри, смотри. просмотра. Оп! Тем не менее, Станова. один Не момент верю. все же остается странным. Ханна никогда раньше не публиковала контент, связанный с паранормальным, Ну, начать сразу с чего-то такого вполне логично. что действительно внушает некую тревогу. Но, может быть, и нет. Типа, не знаю. Это видео было загружено на YouTube еще в декабре 2011 года парнем по имени Лютер. Он рассказал, что в тот день просто залипал в телефоне, копаясь в настройках, и ни о чем особо не парился. Но вдруг прямо за его спиной произошло нечто необъяснимое. Благо, все попало на камеру. Пока тишина, чат. Куклу тоже не верю. Ну, что угодно может быть, на самом деле. Нет. Ну, открылась полка и открылась. Все, давай. Вот это уже давай. Вот здесь уже привитос. Дружок. Здесь уже вот. Меня всегда, знаете, что смущает такие моменты? Я вам сейчас объясню, что меня очень смущает, на что тоже ребята, кто давно подобный видос смотрят, сразу обратят внимание. Вы не заметили, как камера стоит? Вот именно в этот момент она стоит на него, и прям вот полка открывается, и все прям так ровненько попадает. Ну, я понимаю, какая-нибудь security камера, в принципе, в домах частенько они стоят. Ну, не знаю, ну такое, ну под вопрос. Прям вот она вот под определенным углом стоит. Ну, вот это вот меня смущает, поэтому я думаю, что фэк. Фэк, 100% фэк. Но перцовкой я бы туда брызнул разочек. Да. Можно прямо отсюда со стула, как дал 2 раза. Ага. Хоть и запись 2011 года, никаких объяснений или новых подробностей позже не последовало. Загадка открывающегося шкафчика Мне интересно, как вылетает пакет. и вылетевшей оттуда упаковки Мы сейчас это разберем, ну-ка. Покадрово. Каким углом пакет-то вылетает? Чё, гонишь, что ли? Смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поздравляю, вы спалились, Так и осталось товарищ. нерешенным. Поэтому остается только гадать, идеально подстроенный розыгрыш или нечто Разоблачено. невидимое искала, чтобы сожрать. Хотел бы услышать ваше мнение Не на верю. этот счет. А? Чат, пока не верю. Пока вот 4 прошло, пока ничего не верю. Недавно в сеть залетел странный ролик,
который тут же стал вирусным. По свидетельствам автора записи, В 2 кадра это разница, сюжет да. из 90-х, а события разворачивались в Тихуане, Мексика. В период Страстной недели, когда большинство жителей оставалось дома или посещало церкви, другая группа людей решила отпраздновать это в баре. Танцпол, музыка, там все дела. Но внезапно их вечеринка оборачивается чем-то тревожным и необъяснимым. А там, говорит, кто правильно? Трансформер. Меня зовут Оптимус Прайм. Вы что там совсем... Мнения, как всегда, разделились. Одни уверены, это настоящий архивный кадр чего-то зловещего. Другие считают запись ИИ фейком. Для меня же Это... Если не И, то это добрый вечер. видос получился максимально кринжовым и странным. Ну, я думаю, что это Ишка. Прям, ну, Один челик супер решил криво. в одиночку исследовать пустую деревню. Что за ветрище такой поднялся? Все спокойно. Двигаемся, короче. Дома вообще целые. Окна не выбитые. Привет. Которая стояла заброшенной уже много лет. Ну и для большей атмосферности он сунулся туда ночью, идиот. Ведь он еще не Че ты обзываешься сразу? знал, что уйдет оттуда с полными штанами кирпичей. Так оно и было, кстати. Ну не так было. Вот, я тебе говорю, на четвереньки встал, исполнять начал. Берешь, я тебе говорю, медленно. Это решается вопрос очень просто. Зашел, идешь по заброшке, увидел вот такую вот тему, да? Аккуратно, медленно. Взял. Начинаешь раздеваться медленно, пуговка за пуговкой. Встаешь на четвереньки и вот так. Кричать начинаешь, короче, все, это психологическая атака. Любой демон, любой дух, если даже это постанова или кто-то захотел тебя напугать, скажет, мать, что происходит? Явно человек неадекватный, то есть он ничего как минимум не боится. Вот, но это постанова 100%. Человек бы уже 8 заборов перескочил. А вот там нормально сплющило. А главное отвернуться от того места, где эта херня сидела. Напугаешь от... Я тебе не верю. После того, как эта мерзкая фигура исчезла, остались лишь пустота и ощущение, что он стал свидетелем чего-то нереального и мистического. Чувак ушел оттуда в состоянии ужаса. А запись стала Не верю. доказательством того, что даже заброшенные дома хранят свои секреты, и некоторые из них лучше не беспокоить. Пока все спокойно, чат. 7, Недавно 6, в ТикТоке появилось спокойно. видео, которое буквально порвало интернет. Порвало. Их сняла пользователь Колби Баум, когда проезжала по тихим узким улочкам небольшого городка. Давайте смотреть. Ну давай. Так. Ну, очередной всякие эти, да, всякие запрещенные вещества нажрутся, вот потом ходят патлы чисто. Ну, потлач. Чисто идет, ну. И чё? Короткий ролик мгновенно заставил зрителей почувствовать тревогу. В чем Ведь, тревога-то? судя по виду, у парня отсутствовала голова. Чисто Dead Inside, да. Одни пытались найти Да кого голова отсутствует? Вон, токийский гуль пожилой. разумное объяснение. Мол, наверное, глюк камеры. Это потлач идет, потлач обычный. Before I forget,
Пожилая мельница. Уважаемые люди. Но если употребляют что-то, то неуважаемые. Фу, такими быть. Бросайте все это дело, чернуху эту. Да, осуждаю. Другие утверждали, что это нечто более жуткое, чем можно себе представить. Впрочем, после второго видео все становится на свои места. Да не, это он просто скрю... Ну, я же говорю, он башка есть. Это был вполне обычный мужик, если не считать того, что голову он держит, ну, мягко говоря, странно. Возможно, А теперь он был под горбатый! действием чего-то Я сказал запрещенного. горбатый! Не знаю. Так, ну 7 пока Один спокойно. парень Пока нормально. решил снять на камеру своих друзей, которые плескались у водопада. Они брызгались, смеялись Маленький. и даже не подозревали, что за ними что-то наблюдает. Что-то Их друг с камерой. жуткое и страшное, не похожее на человека. А, ну понятно. Так, фиксируем. Камера, как я люблю. Господи, насколько же это палевно выглядит этот эффект, это просто забей. Вообще забейте просто. Когда друзья Прям- заметили чужое присутствие, их мгновенно охватил ужас. Камера в Прям- руках оператора задрожала, и видео на этом оборвалось. Ни один из ребят так и не смог объяснить, Стопроцентный фейк, пока откуда нормально. взялось это зловещее лицо. И куда после этого исчез. Из этого, из водопада. Теперь каждый из них испытывает чувство, что стал свидетелем чего-то паранормального и мистического. Ой, господи. Как в старых играх. Это Фир, по-моему, игра называется. Следующее видео было снято Пока девушкой спокойно. по имени Алисия. Она смогла запечатлеть то, что не слабо так скрутило ее кишечник. Все произошло около 23 часов, когда девушка ждала своего парня с работы, сидя в машине, как она обычно всегда делала. Только на этот раз что-то привлекло ее внимание Парня в с мотеле работы? напротив. Ну что там? А? Ну что? Ну, флэш бегает. Не имея ни малейшего понятия, Будете смеяться, есть такая тема. Не первый раз в видосах встречаю. Не первый раз. Начинаю иногда задумываться. То есть, что, возможно, это и не фейк. Странно. о том, Очень похожее видео. Где-то мы что-то подобное видели как-то. что она только что увидела, Алисия была уверена, что Ну, расстояние большое, камера говна, и поэтому... ей это не привиделось, так как темный силуэт появлялся и исчезал несколько раз. Я очень бы хотел надеяться, что, наверное, лампочка какая-нибудь моргает реально где-нибудь. Ну, выглядит очень странно. Девушка выложила Такой моментик. эти кадры в сеть в надежде узнать, что это было. Не похоже на монтаж. Но однозначного ответа она так и не получила. Ну, здесь вот под вопросом, Такой первый момент, за который вот... Эта не девушка, Не знаю. Слишком снято как-то это. оставшись одна дома, снимала Такое. видео для своих подписчиков и рассказывала о своем самочувствии. Она не так давно повредила шею, но внезапно ее видео было Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выходит кто? Напишите в комментариях. прервано жуткими звуками. И, котейки, чтобы Вот получить таким. истинное наслаждение от этого видоса и проникнуться атмосферой, я на время воздержусь от комментариев. Смотрим. А, еще не началось. Я тебе сразу говорю, ну только вздумай, не вздумай даже напугать меня. Что за блатхата? Нахрен тут эти лесенки автоматические, это темнота в никуда уходящая.
я бы в форточку вот здесь над окном выпрыгнул бы просто сразу. Надо как-то объяснить, что это может быть. Что это может быть? Качалка мужская, да? То есть чисто где... Окей, let's go, давай. А теперь можно и покачаться. То есть, что еще может быть? Что? Танкисты в танки играют, компьютерный клуб, танкисты, да, качают арту. Может быть такое? Может, да. 10-й, как говорится, левел, 11-й сам себя не прокачает. Что может быть еще? На самом деле много чего может быть. Чем могли звук наложить. Пока она в штаны. Чё? Сразу через дверь просто. Сразу, даже не раздумывая. Сразу. У меня сейф прям рядом с кроватью везде всегда стоит. Просто сразу, без разговоров. Бах, потом разбираться. Молча. Мои дети, ой, как мне страшно, как боюсь, маньяк наступает, ой, привидение нагнетает, ой, только не открывай дверь. Только слышь, кто-то в дверь скребется. Как дал раз. И все. Сразу тишина. Да, и сразу все хорошо. Через несколько дней ситуация Похоже на постанову, но такое, жутковатое. повторилась. И лежит, ждет. Нормально, нет? Лежит, ждет. Для чего вот это? Воу. В темноту забегаешь. Самый первый на упреждение. Прикинь, привидение испугается. Если это не постанова и не жуткий розыгрыш друзей или родственников, то эту девчушку и правда жаль. Вообще, в идеале надо, знаешь как? Я тебе говорю, привидение, оно никогда этого ожидать не будет. А на привидение, на то и привидение, что оно пугает. Просто прям, знаешь, такие вот глаза выпучил, так вот... Вот так это сгибаться весь начал. Иди сюда! Вот такие глаза бешеные. И, короче, в темноту идешь. Привидение думает, ёб твою мать, это сумасшедшие люди. Куда я? Я другой дом найду. Все, до свидания, давай. Это 100%. Туда влетаешь, прям в эту темноту. Представляешь, пенить начать. Скажут, что сумасшедший совсем. Да даже воры разбегутся, скажут, что, родной? Пережить такое и остаться с полным желудком сможет не каждый. Полным желудком. Во время эвакуации разбитой тачки кто-то начал снимать видео. Ну, просто Вот так, в это на верю. память. Вот в это могу Сначала поверить. всё Я, наверное, было знаю, о чем естественно. сейчас будет. Трос, техника, шум, гам. Но вот чего оператор не заметил, так это одного странного момента, который случайно попал в кадр. Будет смеяться, вот в это могу поверить. Может быть такое. Если с леталом, если с 200-м, то может быть такое. Можно заметить нечто похожее на прядь длинных волос. И если это так, то кто затягивает их в разбитую машину? Многие объясняют это оптической иллюзией, в которой нет Жесткое места паранормальщине. Но есть и те, кто говорит, что это был реальный призрак человека, не пережившего эту страшную аварию. Жесткий момент. Тут могу поверить. Видеозапись была сделана 29 мая 2018 года во время капитального ремонта старого дома, построенного в начале 1900-х годов. Рабочий по имени Рокки Милс был один в доме, когда услышал странные звуки. Первая его мысль была, что это сквотер.
Кто не в курсе, Вот это они. такие отбитые на всю башку люди, которые любят селиться в чужих домах. И да, в Америке такое не редкость. А учитывая, что дом большой и на реконструкции... А в дом большой. Когда у тебя, родной, однушечка, понимаешь, я всегда говорил, селиться призракам негде. Всяким сквотерсам и прочим фрикам тоже некуда вселиться. Что сделать нужно? Что? Правильно. Понимаешь, взял родственничков, квартиру в ипотеку взял, однушечку, понимаешь, где-нибудь в хрущевочке. Родственничков еще подтянул, чтобы, понимаешь, на каждом квадратном метре по человеку. Все, решение вопроса. Ни привидений, никого, зато весело, да? Эта мысль Спасибо за оказалась сап. весьма здравой. Поэтому Рокки решил найти самозванца. Но не тут-то было. Самозванец. От самозванца слышу. Hello? Hello? Что там? Hello? Ты заметил, что нет ни одного видео про призраков от цыган? У меня есть одно объяснение, почему. Но я это озвучивать не хочу, потому что я человек культурный. Потому что у них призраки не успевают селиться, им дома сносят! Это было ужасно, извините. Anybody here? А что самострой строить? А как трактора приходят и... У меня 35 разных клипов под разную музыку есть, где, да, тракторами этими ковшами сносят. Под дабстеп есть. Hello? Hello? Если вы обратили внимание, поиски заходи сразу. начинаются и заканчиваются возле двери в подвал. И в первый раз эта дверь была открыта. Обойдя весь первый этаж, Но он спиной поворачивался, кто угодно мог прошмыгнуть, открыть, закрыть. Рокки возвращается обратно в комнату Монтажа с дверью. здесь нет, И но- на этот раз она закрывается прямо перед его носом. Быстро среагировав, мужик тут же распахивает дверь, но на лестнице никого нет. Но самое страшное будет впереди. Ну, конечно же, да! Ага. Да. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Да. Борода, завязывай, пугать давай. Люди уважаемые смотрят. Ты сидишь. Рокки рассказывает, что перед тем, как уронить телефон, что-то или кто-то бросил ему в спину посторонний предмет. Отчего, собственно, он и обделался. И пока он бегал, там вытряхивал из штанов, нечто невидимое задело на полу его телефон. И не верю. Клей Шайнер в октябре Вот один момент был такой странный. 2022 года разместил на своем канале крайне криповое видео. Он снимал лес в штате Теннесси, как вдруг в камеру попало нечто, что Я как только про лес слышу, у меня глаз начинает дергаться, я вам серьезно говорю. очень сильно напугало оператора. Hey, just, do you see that?
Do you see that? I'm afraid. Oh my God. Oh my God. Опять кто-то переоделся. Oh my God. Черное и, по всей видимости, волосатое существо выглядывает из-за Но тут есть только одно объяснение. деревьев. Ну, тут одно только у меня объяснение. Сначала можно подумать, что это обычный маскарад ради хайпа. Но посмотрите на длину рук этого существа и то, как ловко он ими Опять же смотрит в эту точку камера, вот это все дела. управляет. Костюм, наверное, скорее всего. Не очень смахивает Блин, а на может быть и костюм, нет. правда? К сожалению, когда Клей отвернул камеру, существо пропало в листве. Что это было? Да. Снежный человек или обезьяна? Хотя что ей делать в штате Теннесси? Мы, похоже, так и не узнаем. Но как бы там ни было, это видео выполнило свою роль. А именно дало нам чуточку крепоты, которую мы все здесь собравшиеся так любим. Ставьте лосика и будьте повнимательнее, поставил. когда вновь окажетесь в лесу. Я поставил. В 2021 году пользователь TikTok случайно наткнулся на криповую запись. Девушка утверждала, что на кадрах рядом с ней собака по кличке Крекер, ставшая легендой интернета. Хозяйка, вернувшаяся из Японии, была уверена, что ее собака – это смесь кокер-спаниеля и австралийской овчарки. Чего? Но честно, глядя на нее, создается впечатление, что это смесь демона и стрёмной африканской бабули. Не верите? Тогда взгляните сами. I've been getting a lot of questions about my dog Cracker. He's half Cocker Spaniel and Australian Shepherd. I rescued him. He's from Japan. Do you want a tree? Yeah? You want a... Со временем в роликах начали появляться жуткие надписи, типа «Она хочет забрать меня. Мои дни сочтены». Да не, это конченое местное, вы чё? Да не-не-не-не-не, это... Что, угораете, что ли? Вот здесь спалилась нейросеткой. Здесь было прям палево, по глазам видно. Да. Нормально, отбой. Звучит стрёмно, но более Но поначалу прям... интересно то, что в один момент все прекратилось. Аккаунт исчез, видео были удалены, а девушка испарилась. Кто-то посчитал это прикольным проектом для хайпа. А я же считаю, что не стоит тащить в дом всякую дрянь. Вот это правильно. Двое друзей отправились на ночную Какие-то жуткие сегодня все видосы, что у Чеза, что у котов, что такое? прогулку на снегоходе по пересеченной местности, где-то в Канаде, когда внезапно их собакин начал себя вести как-то беспокойно и тревожно. Yeah, dude, I don't know what's back here. Yeah. Вот все, что с животными, это очень интересно, потому что животные обманывать не будут. No. Jake. I don't know what he's barking at. I think he sees something back here. What are you barking at? Я к тебе спать поеду, го. Маму страшно. Будем вместе бояться. Его, совсем что ли? Ну, подожди. Статический объект. Там
Грут стоял. Я думаю, что поставили. Это не похоже на склейку, это не похоже на ИИ. Я думаю, что что-то поставили. Did you see that? No. Dude, holy crap, it's standing right on the left side. Я думаю, да, типа манекена какой-то воткнули. Он стал лаять и выбегать перед ребятами, будто пытаясь их остановить. Проехав еще немного вперед, из темноты появляется страшная бледная фигура. Высокий А вот почему тогда собака, худощавый гуманоид стоял на одном месте и уставился но слишком выглядит, что просто стоит какая-то как статуя. на ребят. Не похоже на нейросеть. Странный Поняв момент. всю опасность ситуации, чуваки поддали газку и побыстро ретировались. Однако до сих пор они так и не имеют понятия, кто это, черт возьми, был. Собака меня смутила здесь поведение. Владелец этой автомастерской Именно как она себя давно вела. стал замечать какие-то странности. То зловещие шепоты во время работы, то передвинутые за ночь вещи. Причем очень тяжелые. Грешным делом он обвинил в этом своих работяг, якобы пытавшихся его разыграть. Накопив денег, он купил камеру и незамедлительно установил внутри СТО. Первая же ночная запись Я думаю, что предыдущий, да, все равно это как манекен стоит. Слишком видно. повергла начальника в шок. Что это такое? Это камера. Кого? Странный черный туман словно просачивается через дверь, а затем приобретает черты человека и снова растворяется. Накопил, говорит, на камеру. Камера топовая, 8К. Здесь без пол-литра не разберешься. Когда люди в комментариях... Стоп. Стоп. Вот отсюда, пожалуйста. Мне вот сюда вот интересно больше. Не сюда, а вот сюда. Странный черный туман словно просачивается через дверь, а затем приобретает черты человека и снова растворяется. Когда люди в комментариях стали писать о паранормальщине, владелец вспомнил, что несколько лет назад тут работал старик, который, уйдя на больничный, так и не вернулся на работу, потому что умер. Вот это я понимаю, работяга. Даже с того света по инерции тянет на работу. Чисто, да, А с может, ключом. владелец что-то не договаривает? И он не выплачивал ему больничные, и старик приходит за своими кровными аж с того света. Как вариант. А что? В общем, сочинять и фантазировать можно много. Вот что это реально было, не знает никто. Камера говна была, Это вот видео что было. появилось в сети еще в 2017 году. Но оно выглядит максимально реально и заставляет усомниться ну-ка. в том, насколько хорошо мы Пока один видос под вопросом, второй, ну так вот прям чуть-чуть вот что-то. знаем эту планету. Один такой, Герой ролика сомнительный. отправился вглубь гигантского леса, Немножко- чтобы изучить местность. В ходе прогулки он наткнулся на старый заброшенный дом в несколько этажей. Ага, с новыми окнами пластиковыми. Или как минимум покрашенными старыми. Заброшенный дом. Забравшись наверх, чтобы осмотреться, парень был удивлен шикарным видом. Но эта красота быстро закончилась, потому что внизу он заметил кое-что стрёмное. Чего? Высокое бледное Добби. существо двигалось
словно в замедленной съемке, и оно точно было не похоже на человека. Как и всегда, интернет порвало различными теориями. Одни уверены, что это Вендиго, другие предполагают, что это инопланетное существо или нечто, с чем человечество еще не сталкивалось. Парень по имени Слишком непонятно. На шляпу похоже. Не верю. Армандо из Мексики снял на свою мобилку то, чего раньше никогда не видел. Армандо считает, что это определенно что-то божественное. А вот зрители разделились на два лагеря. Одни поддерживают Армандо, а другие считают, что это просто иллюзия, сложившаяся из облаков. Может быть, в воздухе очень много всяких приколов, всяких климатических и так далее. И удачного ракурса. В любом Но выглядит, конечно... случае, выглядит это весьма впечатляюще. Жестко. Ну а на этом... Жестко. Что сегодня какой-то день это какой-то напряженный. Этот тот со своей этой головой в шкафу. Ты чё, эй? Пожилых людей пугать, уважаемых. Да завязывай давай.